Всем запрос. Продолжение темы. Вложен запрос в качестве поля. На предыдущем уроке мы рассматривали строчку вот такую вот. Select. Считали counts. Количество записей. То есть использовали две таблицы. Не две таблицы, одну и ту же таблицу два раза. Orders 2. Вот, а на этом уроке мы изучим то же самое, но будет две таблицы. Значит, первая таблица Orders 2 так и остается. Вот она. Select from Orders 2A. Выполним команду эту. Показывается наша таблица. Те поля, которые мы указали. Dep, ID, Mat, Matname, ED, Range, Quartal. Где есть столбец range с категории 609, 603, 602. Так. И есть табличка, которую вы можете сами сделать самостоятельно. Сделать новую таблицу, которая называется cat, категория. И мы ее посмотрим. Выполним запрос ее. Если вам интересно, как эту табличку сделать, вы можете задавать вопросы. Ну вот, делаем эту таблицу. Ctrl-Shift-F9. Какая таблица? Видите? Тут значится категория, range и наименование категории. Значит, категория вот 213, коммерция, 604 съемное имущество, 201 перевозки, 602 спецодежда, 603 капитальный ремонт, 609 текущий ремонт. Так называются эти категории. То есть справочник категорий, собственно говоря. Уникальные записи. Вот это вот range, уникальная запись, она не повторяется. Вот. Можем посмотреть ее структуру. Сейчас мы попробуем посмотреть структуру. Это вот данные, да, есть. А вот ее структура. Значит, range является интеджером, а name cat текстовое поле. Текстовое поле, то есть длина. Текстовая длина может быть, не знаю сколько символов, много. Вот. И значит, попытаемся сделать запрос. Запрос в запросе, но в качестве поля, как и в предыдущей задаче, в предыдущем уроке мы делали. Там более сложный вариант, конечно, был. Тут попроще. Ну вот, смотрим, значит, вот ваша эта таблица категорий. Запомнили, что range уникальный и наименование. А вот мы выводим таблицу Orders 2. И мы хотим, значится, чтобы после столбца range записывалось данные из таблицы cat. То есть наименование этого range. То есть, если вот идет, значит, range 609, то следующим столбцом должно быть что? Сейчас посмотрим. 609 это на что? 609 это у нас текущий ремонт. Видите, текущий ремонт. И поэтому при выводе этой таблицы тут должен быть столбец и стоять текущий ремонт. Вот это и сделаем. Что мы делаем? Значит, выводим select adep ID. Вот мы это вывели. А после range мы должны что-то записать. Назовем этот столбец cat name. Столбец назовем cat name. Так. И сам запрос в скобочках, как в прошлом уроке. Значит, пишем что? Select, select, пока не знаем что, from cat. То есть вывод из таблицы cat. А выводить мы можем только одно уникальное значение.
Тут выводится, что у нас? Ctrl-Shift-F9. Тут у нас вводится, значится, range и nameCut. Значит, нам надо вывести nameCut. Вот мы и пишем. Select nameCut. Тут мы можем указать, значит, это будет у нас таблица B. B. Назовем короткое имя этой таблицы cut B. И тогда мы можем написать select B. А потом вот это вот nameCut. NameCut. Видите? Select B nameCut from cut. Но какое? Условие теперь надо. Выбираем, значит, nameCut из этой таблицы. Уже выбрали, но по условию, значится. На данном этапе, когда выбирается какая-то строка из таблицы Orders 2, первая строка, нам известны все эти параметры ADEP, AID, ARrange и тому подобное. И значит, мы должны выбрать B из таблицы B, nameCut, где range будет равняться текущему range. Ну, мы должны вывести nameCut, где range будет равняться текущему range. Это что значит? V пишем. V B точка range. Где range? Ну, не знаю, почему в кавычках бахнуло. Сейчас уберем. VB range равняется. Перенесем на другую строку. Вот так вот перенесем, чтобы было понятно. Вот. То есть вот поле еще одно. Это поле. Вот следующее поле. Cut name. Потом A-квартал пойдет еще. Значит, тут B-range должен равняться чему? Он должен равняться A-range. Текущему A-range. Видите? A-range. Как-то так. То есть, что происходит? Сейчас мы выполним эту команду. Ctrl-Shift-F9. Видите, появился поле cut name. Так, и название этого. Видите, 602 спецодежда, 602 спецодежда. Что происходит? Еще раз повторим. Значится, выполняется первый select. Select A. Это мы сюда сделаем, чтобы две строки было. Значит, выполняется первый select A. Select A выводит первую строку. Вот эту dep, ID, mat, matname, edi, range и квартал. Так, выводит. Потом передает управление внутреннему запросу select B. Вот этот внутренний запрос. Select B. И ему передает данное, значится, range 609. B-range передает. Ой, A-range передает. Передает данные A-range. Он знает внутренний запрос. Все данные A на текущей строке. Текущая строка первая. И A-range равняется 609. И поэтому, значится, этот запрос ищет в таблице категория. Видите? Ищет в таблице категория, где B-range будет равняться 609. Находит его и смотрит, какое там значение B nameCut. А nameCut там равняется текущий ремонт. И выводит его. Видите, тут cut name, тут nameCut. Мы можем по-другому написать, наверное.
Попробуем написать тоже nameCut. nameCut, чтобы не было путаницы, наверное. nameCut. Сейчас посмотрим, что будет. Выполним эту команду еще раз. Вот, nameCut. Отлично. Ну, вот. Дальше. Отработал внутренний select B. Вот этот select B отработал. И передает управление select A внешнему. Select A выбирает следующую строку, вторую. Вводит все ее значения. dep 830, mat 225 487, mat name лампа, EDI выводит, range 603 вводит, кварталы выводит. Так, вывел это все. Ему надо вывести еще nameCut. Чтобы вывести nameCut, он передает управление внутреннему select B. И внутренний select B просматривает таблицу cut от начала до конца и ищет, где range ее, B-range будет равняться A-range, а A-range на данном этапе равняется 603. То есть он в этой таблице cut ищет range равный 603. И когда находит эту запись, пробегает, значит, таблицу cut от начала до конца, и где находит запись range равняется 603, оттуда достает поле nameCut. Это капитальный ремонт. И выводит данные. Вот, то есть у него сейчас на данном этапе range 603. Если мы посмотрим таблицу cut, у нас range 603. И вот этот внутренний запрос select B пробегает все строки этой таблицы cut и ищет в категории 603. 603 там было, по-моему. Да, категория на второй строке 603. Значит, он пробегает эту всю таблицу. Внутренний запрос B. 609 не подходит, 603 подходит. Вот 603 нашел. Выводит, значит, поле nameCut. Капитальный ремонт. Выполнил эту команду. Вывел капитальный ремонт сюда вот. И дальше передает управление опять select A, внешнему запросу. Select A опять выводит уже третью строку. 830, 257, 028, фильтр очистки, комплект, range 603 и единичку. И чтобы узнать nameCut, передает данные внутреннему запросу select B. Select B опять пробегает всю таблицу cut от начала до конца, ищет, где range равняется 603, находит его и по этой строке выводит nameCut. И вот так выводится капитальный ремонт. После того, как вывел nameCut, опять передает управление не внешнему запросу select A. Select A опять переходит на следующую строку и так далее, так до конца. И так вот это вот поле nameCut заполняется от начала до конца. Ну, в общем-то и все. То есть вы можете эту вот таблицу категорий заполнить, создать такую таблицу cut, заполнить ее и вывести такую команду, которая на экране. Вот еще раз данные таблицы cut. Значится 609 текущий ремонт, 603 капитальный ремонт, 602 спецодежда, 201 перевозки, 604 съемное имущество, 213 коммерция. Вот. Данные таблицы cut. Значит, первое поле range integer, а второе поле nameCut текстовое. Ну, как-то и все. Собственно говоря, и все. Весь урок. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы, если что-то кому-то непонятно.